Сегодня на ремонте китайский приемник. Многофункциональный ящичек. Можно подключать различные флешки. Имеется функция радио. Конечно же, управление музыкой. Прибор имеет свой собственный аккумулятор. А также на боковой крышке есть разъемы для подключения внешнего питания. А также еще есть разъем на 220 вольт. В общем, куча ненужных разъемов для обычного пользователя. Сегодня буду разбираться, почему он не работает. А также внесу некоторые доработки. Конечно же, первым делом разбираем. Приемник собран максимально просто, не имеет каких-то супер-пупер схем. Микросхемы, используемые в приемнике, рассчитаны работать на пониженном напряжении от 3 до 5 вольт. После вскрытия из видимых дефектов был только взорванный конденсатор, стоящий на входе питания. Соответственно, я могу предположить, что на те лишние разъемы, о которых я говорил в начале видео, подали напряжение выше 4,5 вольт. И даже это напряжение было больше, чем 10 вольт, так как конденсатор электролитический был на 10 вольт. И взорваться он мог только от высокого напряжения. Конечно же, неисправность кроется не в этом конденсаторе. Так как в приемник прилетело больше 10 вольт, вероятнее всего встретить жженые микросхемы, так как в данном приемнике никаких стабилизаторов напряжения нет. При подключении питания ток зашкаливает, и это говорит о коротком замыкании. Так как я использую источник питания с ограничением по току, можно найти, что греется на плате. Соответственно, с таким током, что греется, то и неисправно. А грелась как раз микросхема УНЧ, усилителя низкой частоты. Это самый простой усилитель, используемый в приемниках такого типа. Меняю микросхему. После замены микросхемы появился звук. Также была неисправность микросхемы повышайки, питание 5 вольт для USB. Такой микросхемы у меня не было, я просто установил перемычку. В таком случае питание USB будет не 5 вольт, а будет зависеть от входного напряжения. Какое напряжение на входе, такое напряжение будет на питании USB. И не все флешки на таком напряжении смогут работать. Конечно, также надо заменить аккумулятор. Китайцы стандартно используют свои, так сказать, одноразовые аккумуляторы. Я такие аккумуляторы сразу выбрасываю в помойку. Устанавливаю литиевый аккумулятор и устанавливаю схему зарядки на микросхеме TP4056. Такую схему зарядки я применял в прошлом своем видео, когда рассказывал о восстановлении фонарика. Приемник собран, проверен. При прослушивании радио с утра до вечера при умеренной громкости аккумулятора мне хватило на 3 дня. При том, что аккумулятор я установил около 1000 мАч емкости.